Этот год заставил нас всех заглянуть в долгий ящик. Наши вчерашние желания вдруг упали на нашу голову. Виноватых нет, потому что желания наши собственные. А может быть, надо было желать чего-то другого? Мы много чему научились в этом году. Пережили мы этот с вами конец света. Лично мне в этом году пришлось очень много убирать страхов у людей. Люди как бы перестали жить. Но идите в мои живые книги, там очень много жизни. Книги-то у меня все бесконфликтные. Это будет год открытий. Дорогие, любимые, драгоценные, с большим удовольствием поздравляю вас с переходом в следующий год. Прошлый год я назвала «Потерянное завтра, встреченное вчера, обретенное вчера». Так получилось, что этот год заставил нас всех заглянуть в долгий ящик, посмотреть все отложенные дела, также рассмотреть все наши желания, которые вдруг стали исполняться с огромной скоростью. И оказалось, что мы немножко другого и желали. Пришлось пересмотреть желания, не только навести порядок в своих домах и квартирах, в своих семьях, наконец оценить, кто же нам был так дорог, с кем нам бы хотелось общаться, кого хотелось поддерживать, а кто, наоборот, был лишним в нашем окружении. И вот получилось следующее, что все это вчера, которое мы отложили, все эти наши вчерашние желания вдруг упали на нашу голову таким образом, как и могли упасть в 2020 году. Еще когда-то майя написали свой календарь. В этом календаре на усеченных пирамидах стали проводить раскопки, и люди поверили в конец света. И этого конца света они ждали очень в 2012 году. Но конца света не случилось. Еще 8 лет мы продержались, даже еще один высокосный год наступил. И вот следующий год, казалось бы, одно число какое-то, подумаешь, на один день нам увеличили год, но этот день был основополагающим. И из этого дня вдруг, как из ящика Пандоры, все на нас обрушилось. И если бы это обрушил кто-то, зачем-то, мы бы еще как-то нашли виноватого. А здесь так получилось, что виноватых нет, потому что желания наши собственные. Не хотели ходить в школу – не надо. Не хотели ходить на работу – не надо. Хотели получать деньги просто так – пожалуйста. Государство стало выделять субсидии, дотации. Хотелось сделать ребенка, но и все не получалось, суетились очень много. Сколько сейчас беременных женщин, и под Новый год у нас будет очень много подаренных детей. Получается, что желания у всех были разными. И когда они стали исполняться, как-то так пришлось пожать плечами и сделать вывод. А может быть, надо было желать чего-то другого? Оказывается, нам дорого общение друг с другом. Оказывается, нам тесно внутри своей маленькой квартирки. Оказывается, мы так любим гулять, путешествовать, ездить. Мы так любим общаться, помимо своей семьи, еще с кем-то. То есть главное, этот год еще был годом знакомства с собой. Вдруг оказалось, когда убрали все лишнее, можно было подумать о себе, познакомиться с собой. И все, что было налипшее, нанесенное, можно было от себя отдалить. Ну, все прекрасно, год заканчивается. Мы даже должны были познакомиться с воздухом, который мы выдыхаем, и потом благодаря маске снова вдыхаем этот же воздух. Мы познакомились с отсутствием кислорода. Мы много чему научились в этом году. Во всяком случае, все научились мыть руки, стали очень чистоплотными, стали спрашивать своих детей: а ты помыл руки, а ты помыла руки? Мы стали сторониться друг друга, мы стали смотреть, а в маске ли человек, без маски ли человек. То есть очень интересно прошло такое разобщение, разъединение. Всех на какое-то количество метров друг от друга отделили. И наши все очереди стали совершенно огромными, но 1,5 метра где-то, в некоторых странах 2,5 метра, в некоторых странах
2 метра, то есть разную дистанцию. Но с другой стороны, мы уделили очень большое внимание здоровью, стали думать о своих телах, о телах наших близких. И, конечно, никому не хотелось встречаться с тем, что стало происходить. И постепенно много чему научились, много от чего отвыкли. Отвыкли от театров, отвыкли от кинотеатров, отвыкли от больших балов, отвыкли от массовых выступлений, отвыкли от стадионов. Ну, то есть очень интересный такой год был. Здесь да, здесь нет. Ну а самое главное, вот это вчера, которое захлестнуло, и почти каждому пришлось пережить то, что он переживал когда-то, но только в малой дозировке. И это правда прекрасно. Выберем только позитив из этого года, весь негатив удалим, и мы очень хотим, просто очень хотим свободы. И теперь мы поняли, какая же это свобода, когда можно пересекать границы государств, когда можно пересекать границы городов, когда можно пересекать границы собственных квартир, когда можно пересекать все границы в общении. И, наконец-то, оказалось, особенно в Европе, это было очень четко. Они же привыкли, когда встречаются друг с другом, всегда обнимаются и всегда делают вид, ну, щека к щеке, и небольшие причмокивания, как поцелуй. А тут вдруг этого нельзя стало делать. И, конечно, было очень не хватало этих тактильных ощущений. Хотелось почувствовать плечо друга, его локоть и так далее. Но, в общем, если мы сейчас еще раз окунемся в тот год, то, конечно, поймем, что он преподнес нам сюрпризы. Эти сюрпризы были разными, как сюрпризы в плюс, так сюрпризы в минус. И к этому году вдруг оказались все не готовы. Ну, как иногда в России бывает, к снегу не готовы, хотя уже зима наступила и заявила свои права. Но давайте подготовимся к следующему году. Следующий год будет ослепительный и по своим датам. И пережили мы этот с вами конец света, и пережили мы то, что вся Земля оказалась в едином пространстве, и только передавали друг другу, где закрыто, что закрыто, как закрыто. Но это будет год открытий, все наоборот. То есть будет открываться, все будет освобождаться, будут уходить границы. И, может быть, то, чем человечество занималось ненужными всякими вещами, они все-таки забетонируются и не будут больше догонять человечество. И человек наш, конечно, перейдет в жизнь. И лично мне в этом году пришлось очень много убирать страхов у людей. Люди как бы перестали жить. У них наступил такой стоп-кадр из собственной жизни. И они настолько съежились. Я всегда говорила, ну идите в мои живые книги, там очень много жизни, берите эту жизнь. Там время живет, и чем больше времени вы возьмете в себя, тем лучше будет ваша жизнь, тем она успешнее будет разворачиваться. И есть же огромное количество ритмологов, которые вам помогут в этом. И если что-то вам самим непонятно и недоступно, то они вам всегда объяснят и расскажут. И реально вот это состояние, что надо оживлять людей, у меня было очень сильным. То есть я куда бы ни приходила, люди не улыбались, куда бы ни приходила, люди какие-то потеряли жизнерадостность, потеряли жизнестойкость, жизнедеятельность. Ну а что вы хотите? Время же освобождали людям все время. Роботы начинали за нас стирать, начинали за нас готовить, начинали за нас делать очень много вещей, начинали нас очень быстро перемещать по этому пространству. И у людей освобождалось время, освобождалось время, освобождалось время. А когда оно освободится в таком в огромном масштабе, что с ним сделать, они и не знают. Поэтому что с ним делать? Вот, пожалуйста, все, что здесь представлено, это все для того, чтобы знать, как грамотно использовать то время, которое освободилось благодаря человеческой деятельности. Так что с большим удовольствием поздравляю вас с наступающим Новым годом. И пусть он для вас будет самым ярким годом освобождения от своих стереотипов, от своих привычек, которые мешают развитию во времени. Так что пусть ваша жизнь улучшается, пусть она удлиняется, и пусть огромное количество времени втекает
И еще раз напоминаю, книги-то у меня все бесконфликтные. И энергия, которая в вас потечет безъядерно, а с этой энергией все всегда здоровы. Так что с праздником вас, дорогие мои!